Всем привет, привет! Как ваши дела? Как ваше настроение? Если вы меня смотрите утром, всем прекрасного утра, теплого, солнечного, позитивного. Наливайте себе кофейка, чаю, кто что пьет в это время суток. Вот. Мы с вами сегодня сделаем такой расклад. Хочу короткий, не хочу большой, который называется «Почему не открываются двери?». В какой-то момент, не помню, в каком-то комментарии Ирина задала такой вопрос, ну там он был в контексте, вот, я контекст убрала и оставила название. Вот, и это мы сегодня с вами будем разбирать, почему не открываются двери. Ну, для того, чтобы понять, почему не открываются двери, надо сначала понять, какие двери не открываются. Вот это вот мы с вами посмотрим. Два вопроса. Первый, почему не открываются двери, и второй вопрос, нет, сначала, какие двери не открываются, а потом посмотрим, почему. Сегодня я решила выложить 3 колоды. Причем так интересно, да, каждая колода по 78 карт. Но если вы посмотрите, да, на высоту стопки, да, то поймете, что вот колода, например, Таро привидений, да, она такая низкая, да, здесь повыше, здесь повыше. Это все зависит от, ну, кто не знаком, от качества картона, да. Вот, хотя вот эта вот колода, она тоже авторская, и это подлинник. Но поскольку это сам издат турецкий, вот, качество, конечно же, оставляет качество ламинации. И непосредственно отпечатки самой колоды вот, оставляют желать лучшего. Хотя это не реплика. Вот, это все подлинники. И стоит она, кстати, недешево. Обошлась она мне, по-моему, 75 евро. Вот, это примерно 7500, ну да, 7-500 тысяч рублей, да, чтобы вот вам понятно было, не дешевая колода. Вот, ну, в общем, такая стопочка разная. Вот, и Таро темного света тоже вообще другое качество картона, но хорошее. Так, думаю, вы определились, и давайте мы приступим. Вот я, наверное, вот так отодвину, а то я потом в тот раз как-то не вспомнила. Здесь, наверное, не про позиции, а про колоды, да? Кто какую колоду будет выбирать. Так, сюда на краешек поставлю. Это ее мешочек. В таком мешочке она и была. И мы приступаем к первой колоде, к первой позиции, если так можно сказать, к первому раскладу. И смотрим. Так. Первый вопрос. Сейчас. Отмечу себе здесь секундочку в компьютере, чтобы я не запуталась в вопросах. Так, первый вопрос. Какие двери не открываются? Единички. Какие двери закрыты для вас? Какие двери сейчас, ой, секунду, закрыты? Какие для вас двери закрыты? 150 раз спросила. Аркан колесницы, да? Двери на движение. Возможно, для кого-то это поездка в прямом смысле, в переносном. Двери для того, чтобы как-то дальше двигаться. Двери, где нужно совершить какой-то прорыв, поставить себе какую-то цель. То есть двери закрыты здесь на движение. То есть сейчас вроде бы не время для какого-то движения. А более конкретно, что это за двери? Знаете, хочется сказать, в позитивное будущее. Да, закрыты двери в более такое позитивное, веселое будущее. Угу. Десятка кубков. Прикольная такая здесь десятка кубков. Да, смерть с косой бежит, да, и за ней вот эти вот привидения гонятся. Как будто сейчас вам закрыты двери именно в счастливое, не просто позитивное, но еще и счастливое будущее. Интересно, конкретно нам не показали, но вот какие-то такие, интересно. А с чем это связано? Мне прям любопытно стало, с чем связано-то это позитивное будущее? Семерка мечей, да, не хитри, не обманывай, не покажем, да, мы же не показываем. С каким-то
Здесь какие-то начинания, которые вы можете сделать, да, но вот вы как будто бы не идете этой дорогой. Не идете, хитрите, не идете какой-то новой дорогой. С чем, блин, это связано, эта дорога? Паш Пентакли, какие-то новые начинания. Подготовка к чему-то, взращивание чего-то нового. Здесь, скорее всего, что-то вы хотите, не показывается сфера, но показано то, что что-то вот вы хотите сделать, я так понимаю, да, что-то новое. Как-то вот... Причем это новое, оно может иметь отношение к интеллектуальным каким-то моментам, то есть то, что нужно подумать, может быть, какое-то новаторство, может быть, совершить какой-то прорыв, но как-то вот не совсем традиционным способом, привычным, обыденным, либо что-то, что связано с тем, что от вас не ожидают чего-то такого. Вот сейчас, в общем, не время для этого, не время для каких-то новых начинаний, не время для каких-то новых обучений, познаний. То есть сейчас не время, поэтому... Но это будет что-то такое позитивное будущее. Ну, интересно, уже хорошо, что оно позитивное. Ладно, закрыты двери, не открываются. Почему? Почему эти двери не открываются? Королева Пентаклей, потому что вы еще не готовы принять то, что вам здесь хотят дать. То есть вы еще, может быть, не осознаете, внутри вас не взросла ценность самой себя. И вы не вибрируете на энергиях ценности. Вы не вибрируете на энергиях какой-то, вы знаете, самодостаточности, уюта, комфорта, удобств, роскоши, изобилия. Вот вы как будто бы еще не вибрируете на этих энергиях, поэтому вы этого и не заметите. То есть даже если вам двери сейчас откроются, вы в них все равно не пойдете. Почему? Потому что ну, все же притягивается по образу и подобию, да, по созвучию, я бы сказала так, по резонансу. У вас сейчас нету этого резонанса. То есть даже если это и будущее как вариант, оно есть, вероятности, коль нам показали это, подсветили, вы все равно это не заметите, пройдете мимо. Потому что резонанса с этими энергиями у вас пока нету. То есть вам нужно научиться сначала ценить себя, да, увидеть свою собственную ценность, увидеть вот это вот изобилие, роскошь внутри себя, научиться выстраивать границы, и как-то, вы знаете, вот отстаивать себя, что ли, отстаивать свои желания. Но здесь не в контексте воинственности, а в контексте того, что я понимаю, кто я есть. И исходя из этого, я выстраиваю взаимоотношения с людьми таким образом, да, чтобы меня уважали, чтобы со мной считались, чтобы меня ценили. Вот как-то так. Но это выходит только тогда, когда вы это транслируете. Если вы не умеете этого транслировать, никто с вами считаться не будет. Поэтому вот вам нужно обратиться внутрь себя, увидеть свое вот это вот богатство, свои вот эти вот изюминки, вишенки, кишмиши, разные фрукты, овощи, как говорится. И только после этого транслировать это вовне. И вы сможете притянуть, открыть эти дороги. Сейчас не время. Вы еще не осознаете, возможно, своей ценности. И еще почему эти дороги не открываются. Семерка жезлов, потому что вы закрываетесь, да, вы боретесь. Во-первых, вы не умеете говорить «нет». Это очень важно. Вы не умеете отстаивать себя, вы не умеете сражаться как-то вот за то, что для вас важно, для вас ценно. И вот это вот нужно первично этому научиться. То есть вас поэтому, к счастью, да, не пускают. Потому что это счастье нужно внутри себя сначала самостоятельно взрастить. Да, вот я сказала, счастье взрастить, и выпадает императрица. Видите, королева Пентаклей, семерка жезлов и императрица. То есть вам эти двери не открывают, потому что даже не то, чтобы не время, а потому что вам сначала нужно качество, которые будут соответствовать этим арканам, сначала в себе увидеть. Взрастить – это значит обратить на это внимание, начать этими качествами пользоваться, да?
пониманием того, что я уже ценна, я уже изобильна, я уже имею все то, что я хочу, но не словами, а именно на уровне энергетики это ощущать. Если мы говорим словами, то здесь только защита, да, по 7 жезлов, уметь отстаивать свои границы, уметь отстаивать свои желания. То есть, знаете, когда вам кто-то говорит, ну ладно, там, на совесть давит, да, либо на чувство ответственности, ну давай ты сделай это, возьми на себя вот эту ответственность, там, посиди, сделай переработку, либо возьми дополнительную работу себе домой. Вы должны научиться говорить «нет». Да? Почему? Потому что дом – это дом, работа – это работа. Даже если вам будет там платить сверхурочно, либо еще что-то. Если вы чувствуете, что вам это не надо, не бояться говорить, не бояться отстоять себя, потому что если вы этого не будете делать, никто за вас не будет отстаивать ваши какие-то, не знаю, убеждения, ваши взгляды, ваши интересы никто не будет отстаивать, кроме вас самих. То есть вы должны дойти до уровня императрицы, которая себя уважает, любит ставить на первое место, ценит. Вам должно быть наплевать, если кто-то вас будет говорить, что вы там эгоистичны, либо меркантильны, либо еще что-то. Вам нужно научиться заботиться о себе, обращать на себя внимание, самой себе в первую очередь, дружить с собой. Вот когда вы дойдете до этого статуса, вот до этого уровня императрицы, когда вы будете понимать, что вы не нуждаетесь в мнении других людей, что критика других людей, осуждение, взгляды других людей вас никак не затрагивает, потому что вы знаете, кто вы есть. То есть вы не будете переживать, если вдруг кто-то вам скажет, что ой, какая ты толстая, либо ой, какая ты отвратительная, либо там какая ты, я не знаю, меркантильная. Вас это не должно трогать. Почему? Потому что вы знаете, кто вы есть. И чужое мнение вам не интересно. Это просто чужое мнение, оно вас никак не трогает. И не трогает оно вас только потому, что внутри себя вы знаете, кто вы есть. Вы независимы от взглядов других людей, вы независимы от мнения других людей, от ситуации, которая происходит вовне. Вы самодостаточны сами по себе, и прекрасны сами по себе. Вы и есть императрица, вы и есть это изобилие. Вы и есть та весна. То есть весна не будет сидеть и переживать, если кто-то скажет, ты не похожа на лето, либо ты там, я не знаю, не такая, как зима. У нее есть свои задачи, она их просто выполняет. Она весна, она пробуждает всю природу, она способствует цветению, зарождению, чему-то новому, переменам каким-то. Она просто выполняет свою задачу, она не парится, если вдруг там кто-то начинает ныть и говорить, весна, это там не лето, все равно еще прохладно. Ей наплевать. Если она захочет поплакать, будет дождь. Не захочет поплакать, значит, будет солнышко. Все. Вот вы должны прийти именно к этому состоянию. Только тогда, конечно же, у вас будет прорыв. Вы придете к 4 жезлов и к 10 кубков. Да? К счастью, к наполненности, к празднику, к веселью. Почему? Потому что вы это будете замечать. Вы же изобилие. Конечно, вы изобилие и будете замечать. А пока у вас этого нету, да, вы будете замечать что-то другое, то, чему вы соответствуете на энергетическом уровне. Интересная первая позиция была. Так, первая позиция, первая колода, да, и первая позиция. Так, мы с вами перейдем. Так. Вот к этой колоде, второй. Вторая позиция, вторая колода. Посмотрим, какие двери, двоечки, вам не открываются. Какие двери не открываются вам. Королева Пентаклей, что ж такое-то там? Там тоже нужно было прийти к этому состоянию какой-то заботы, не знаю. Королева Пентаклей, какие двери? Двери к комфорту, к богатству, к уюту. Какие двери не открываются? Король и королева Пентаклей. Возможно, двери непосредственно связаны с официальными какими-то отношениями, да, то есть вы никак не можете перейти на уровень отношений таких стабильных, официальных, прочных, может быть, даже и брачных, когда вы разделяете какую-то ответственность, да, друг с другом. Если это не касается личной жизни, то не открываются двери именно к финансовой составляющей. Да, все как-то не получается стабилизировать у вас деньги.
организовать, возможно, как-то свое пространство. Ну, то есть нету комфорта, уюта, то есть получается так, что, возможно, вы, если хотите сделать ремонт в доме, да, у вас не открываются эти двери. Если вы хотите как-то так увеличить, да, свой доход, к вам не приходят клиенты, да, либо вы, ну, не получается у вас зарабатывать больше. Либо если вы не можете как-то организовать свой быт, там, я не знаю, ну, элементарно убраться, да, разложить все по полочкам, то вот вам двери вот в этом направлении не открываются. То есть здесь что-то, что связано с стабильностью, комфортом, постоянством и финансами в том числе. Еще что за двери вам не открываются, маг? Ну, как будто бы вы вот как-то не можете управлять своей реальностью, да? Своим физическим планом. Не получается здесь реализовать какие-то свои желания вот по поводу, да, не получается что-то изменить. Что здесь вы изменить-то хотите? Ну, вот, скорее всего, не знаю, вы сами не знаете, по Луне. Что-то хотите, возможно, прояснить, но пока непонятно. Вы сами не понимаете. Либо вы не знаете, как больше зарабатывать, вот то, что я сказала, да, здесь по королю и королеве пентаклей, все, что связано с материей, вы не знаете, как к этому прийти, либо есть какие-то страхи, и вы пока не справляетесь с этим. Вот. Но вообще у меня такое ощущение, что есть какая-то такая туманность. То есть в общих чертах я понимаю, что я что-то хочу, конкретики здесь нету. В общих чертах я что-то понимаю, что я хочу, но как я это получить, не знаю. Такое ощущение, что больше подходит к раскладу, который был в пятницу, да, что-то ищу, но не знаю, как это получить. Вот здесь примерно то же самое. Какие двери не открываются, какие двери не открываются? Двери к прояснению, двери к, возможно, к тому, что вас пугает. Вот от чего вы тут боитесь? Чего вы тут боитесь? Тайна, непонятно. Возможно, кто-то здесь что-то связанное с эзотерическими какими-то знаниями боится, да, то есть пойти вот туда, во что-то такое магическое. Кто-то боится углубиться в свое бессознательное, а кто-то сам не понимает, что конкретно, чего боится. Кто-то здесь может бояться материнства. Прям маленький процент, но тоже такое есть. А вообще двери закрыты куда? В неизвестность, да, я бы так сказала. Двери закрыты в неизвестность. Потому что вы как будто бы сами не осознаете, что вам нужно. И даже если мы говорим про эту неизвестность, допустим, про эзотерику, вы сами не понимаете, зачем вам туда нужно. И в какой конкретно раздел эзотерики вам нужно. И вы можете, например, говорить, хочу работать, там, я не знаю, со снами, либо хочу работать с бессознательным. Но для чего вам это нужно, вы сами как будто бы не понимаете. Хотя кто-то может сказать, хочу на этом зарабатывать. Ну и у меня хобби, и я хочу на этом зарабатывать. Но все равно здесь такое ощущение, что вот как будто бы какой-то конкретики нет. Здесь все такое, знаете, зыбкое, масштабное и абстрактное. То есть нету какой-то конкретики. Я уточню, потому что здесь так абстрактно, я не совсем понимаю, какие конкретно двери вам не открываются. Ну вот, зависание, да, то есть двери, которые, я бы так сказала, поспособствуют вашему дальнейшему движению, что ли, потому что вот здесь все как-то зависло, но зависло у вас все здесь по одной причине, чтобы вы пересмотрели, возможно, свои желания. Что-то либо вы не так просите, либо не то хотите, либо вам это вообще не нужно, и поэтому здесь идет остановка, чтобы вы пересмотрели и, не знаю, может быть, как некая такая проверка, может быть, и отказались. Либо, наоборот, вы замахнулись здесь на что-то такое большое, грандиозное, и вас как будто бы подвесили, чтобы вы пересмотрели, а действительно вы готовы, ну, то есть, либо у вас кишка тонка, потому что здесь что-то такое очень большое, очень прям большое. То, на что вы замахнулись. Поэтому двери пока закрыты. Так, а почему? Давайте уточним. Почему двери закрыты? Ну вот отшельник.
Почему? Потому что вам нужно, ну, подумать, найти ответ. Какой ответ внутри себя вам нужно найти, определиться. Видите, великие арканы выпадают. Маг, Луна, Верховная Жрица, Повешенный, Отшельник, Аркан влюбленных. Все великие арканы. То есть туда, куда вы идете, вы еще не совсем понимаете. Почему двери закрыты? Потому что вы еще не определились. Вот то, что я, в принципе, и сказала, да, то есть как проверка. Проверка, нужна она вам или нет. Нет еще какой-то стабильности, да. Не совсем понятно по 8 жезлов, нужно ли вам это развитие или нет. Либо не совсем понимаете, как скоро вы хотите, чтобы это реализовалось. Либо здесь нету готовности взаимодействовать, да, как-то вот активничать, прикладывать каких-то усилий. То есть здесь вы не готовы к движению. В чем вам нужно определиться? Готовы ли взять на себя вот эту вот ответственность, да, эти обязательства понести? Да, здесь как будто бы вы не приняли окончательное решение. Вы не приняли окончательное решение, у вас как, знаете как, вот что я говорю, здесь масштабность, здесь у вас нету плана, здесь у вас нету конкретики, то есть вы как будто бы есть некий такой круг, но вот мне, знаете, как показывают, вот как будто бы вы есть форма, но вы не совсем понимаете, чем эту форму наполнить, вот так скажу. То есть это как будто бы как воздушный шар, который сам существует, но его еще не наполнили вот этим газом внутри, да, воздух еще не подогрели, чтобы он взлетел. И поэтому он сдут, и он лежит. То есть вы не совсем осознаете детали, у вас нет конкретного плана, как вы хотите прийти туда, куда вы хотите прийти. Знаете, есть точка А и есть точка Б, но расстояние между ними колоссальное. И вот вам нужно вот это вот расстояние раздробить на маленькие шаги, чтобы вам было понятно, да, что, зачем, вот последовательность. Вы не совсем понимаете, здесь надо разбить на маленькие подцели. План прописать. Это как, знаете, что ты хочешь? Я хочу стать магом. Каким магом ты хочешь стать? Зачем тебе это нужно? Не знаю. Но вот мне нравится вот эта вот вся атмосфера. От чего? Что за атмосфера? Не знаю, вот это вот магическое такое волшебство. А что конкретно я хочу делать в магии? Не знаю. Либо хочу пойти в эзотерику. Что за эзотерика? Не знаю, мне нравится заниматься самопознанием. Что конкретно ты хочешь узнать о себе? Не знаю. Ну вот просто мне нравится книжки читать. Да, вот это вот состояние такое, интереса, любознательности. К чему это, о чем это, не совсем понятно. Вот здесь какие-то такие энергии. Вам ясности не хватает, поэтому вы и не идете. Вам дверь закрыта, то, что я говорила. И поэтому вы не можете прийти, да, то есть иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Вот это вот здесь вот прям про эту позицию. Проясните для себя, что вы конкретно хотите, и вам откроются двери, потому что вы что-то такое большое, масштабное хотите. Так, и последняя колода Таро темного света. Троечки, смотрим, какие двери вам не открываются. Какие двери вам не открываются. Солнышко, какие-то новые начинания. Угу. 4 мечей. Здесь какое-то такое отстранение идет сейчас, да? Нету двери на что-то такое новое. Ага. У нас есть шут, и у нас есть солнце. Оба говорят про начинание, про рождение чего-то, но между ними 4 мечей, который говорит о том, что я как будто бы нахожусь между двумя начинаниями, двумя началами, двумя путями, между двумя путями. Я как-то не могу действовать. Что здесь?
Вы как будто бы не совсем понимаете, то ли кому вам нужно обратиться. Здесь, как знаете, как человек хочет, какие двери? Скорее всего, это двери, связанные с профессиональной сферой, да, либо какого-то хобби, в общем, все, что связано с действиями, и эти действия направлены на взаимодействие с другими людьми. И вы как будто бы не совсем понимаете, либо если это не касается профессиональной сферы, это может быть межличностных отношений, вы как будто бы не совсем понимаете, как вам выстраивать взаимоотношения с другими людьми. Вы не совсем понимаете, что вам можно отдавать и что вам можно получать, либо каким образом это сделать. То есть здесь вот как-то взаимодействие, желание есть. Я хочу взаимодействовать с другими людьми, но я для себя как будто бы не выбрала форму, что ли, либо не определилась, не определился, каким образом нужно будет взаимодействовать с людьми. Здесь человек, который, знаете, вот ощущает, как будто бы, что на горизонте грядут какие-то перемены, но вот пока они не наступили, я свою внутреннюю волну беспокойства хочу как-то усмирить. То есть предвкушая, что что-то новое идет в мою жизнь, вот я хочу сейчас расслабиться. Знаете как, давай-ка я высплюсь, а потом на свежую голову я пойму, что я хочу и как я хочу. То есть здесь человек как отстраняется от принятия какого-то решения, да, он не хочет, не знаю, не хочет, не готов, не могу понять. Человек еще не готов, возможно, принимать какие-то решения, поэтому он отстраняется. Он бездействует. А плюс ко всему, знаете, здесь идет, как будто бы он возлагает какие-то надежды на то, что вдруг ситуация сама разрулится. То есть вот пока я здесь бездействую, да, вдруг то, что должно произойти, оно само случится. Либо это будет какой-то счастливый случай, что ли, либо какая-то фортуна мне улыбнется. Здесь человек... С одной стороны, он как-то надеется на что-то хорошее, а с другой стороны, здесь какая-то вот фатальность проходит в контексте того, что вот я как-то полностью доверяюсь, не знаю, силам, которые меня приведут туда, куда мне нужно. Либо люди, которые работают с другими людьми, они говорят, то есть, допустим, если вы работаете с клиентами, мои клиенты, они сами ко мне придут. Я ничего не буду делать, не буду никаких начинаний. Вот я тут есть, и Вселенная по закону созвучия и резонанса сама мне приведет тех людей, которые вот будут мои. Вот что такое? Здесь какое-то такое доверие. С одной стороны идет наивность, инфантильность в этом вопросе, а с другой стороны, кто знает, может, оно только и сработает, потому что здесь вопросы удачи, да, и веры, они очень хорошо пересекаются. Ну, то есть солнце и шут. Интересно, это имеет отношение либо к деньгам, либо вот как-то взаимодействие с другими людьми. Ну вот вопрос именно брать и отдавать, он здесь проскальзывает. Я отвечаю на вопрос, какие двери не открываются. Вот двери, которые как-то вот новые. Причем у меня такое ощущение, что здесь могут быть... Смотрите, здесь вот эта собака, и здесь эта собака у шута, да, то есть сила и тут, и там. И вот как будто бы солнышко, оно, вроде бы это две разные, здесь как идет, здесь две разные двери, но они каким-то образом связаны между собой. То есть вот дверь, которая указывает на солнце, возможно, она имеет отношение даже к деньгам, да, к лоску, шику, богатству, все такое. Она как-то смотрит вот на эту дверь, такую, на дверь непредсказуемости, независимости, легкости. То есть они как-то пересекаются, но это разные двери. И, может быть, вы здесь не можете определиться, в какую дверь вам войти. И поэтому, пока нет определения, вам эти двери не открываются. Ну-ка, что за дверь? Давайте уточним, какие двери не открываются. Ну, аркан повешенного. Одна дверь, которую, возможно, вы ждете.
Но пока есть какая-то остановка там. Но эта дверь, вот она, которая должна вам принести большие суммы денег, либо какие-то дорогие подарки. Что это за дверь? Ну, вы думаете, да, эта дверь направленная на достижение каких-то своих целей, да, то есть вы в этой двери хотите получить какие-то материальные блага. И пока она закрыта, она подвешенное состояние, здесь неизвестно, что да как. А вот вторая дверь, которая закрыта, это может быть связано как-то с обучением, либо это дверь, где вам нужно будет показать себя, проявить себя, отстаивать себя в чем-то. За что-то здесь бороться, сражаться. Да, за какую-то свою удачу, успех, счастье. Вот они как-то созвучны, они разные, но они мне идут созвучием. Какая из них лучше, даже не могу сказать. Они разные. Ладно, интересно. Напишите мне потом, что это за две двери. Надеюсь, вы поняли для себя. Вот это вот мне больше понятно. Она какая-то конкретная. Эта дверь, она какая-то абстрактная. Здесь меньше конкретики. То есть здесь человек как будто бы готов сеять какие-то семена, которые в будущем дадут ему какой-то успех. Но он как-то надеется здесь, ну здесь какая-то вот наивность присутствует, полагается на удачу, которая также принесет ему деньги, но, возможно, это вот как-то больше про семейные какие-то ценности. Хотя, опять же, видите, здесь деньги, но, не знаю, не буду копать, я не совсем понимаю. В общем, вот такие двери, они не открываются. Почему? Давайте посмотрим теперь, почему. Ну, потому что вот вы здесь не определились. Здесь вам нужно выбрать. Вот одна четверка мечей говорила о том, что человек сейчас он отстраняется, он не хочет принимать никаких решений. А почему вы здесь не определились? Потому что и в том, и в другом случае нужно что-то рушить, нужно что-то ломать. Здесь нужно от чего-то избавляться, что-то менять, а вы не хотите. То есть вы понимаете, что и та, и другая дверь предполагает то, что ваша жизнь изменится, и она не будет такой, какая она была раньше. И вам нужно будет отказаться, что тут, от чего-то нужно будет отказываться. И вы не хотите этого, да, то есть вы закрываетесь, вы видите, что необходимы какие-то перемены, но вы не готовы что-то менять, ну, либо не хотите. Угу. Вы не хотите вкладываться, вы не хотите работать. Здесь, возможно, ну, придется прикладывать усилия достаточно долгое время, что в одном варианте, что в другом. И вы не хотите. А что конкретно вы не хотите? Каких перемен вы не хотите? Ну, ответственности вы устали. Видите, 3 десятки прям по очереди. Вы не хотите больше обязанностей. Да. Вы хотите какого-то такого, знаете, спокойствия для себя. Вот она, четверка мечей. Я ушла отдохнуть, да, восстановить свои ресурсы. Поэтому я не... Ну, сейчас... Поэтому у вас двери-то и закрыты, потому что сейчас вы не готовы что-то менять. Вы не чувствуете вот этой наполненности и гармонии, готовности, то есть прилива силы и энергии, чтобы во что-то вкладываться. Поэтому двери и закрыты. У вас нету готовности. Да вы в некоторой степени, знаете, и не хотите. А почему вы не хотите? Ну, то есть желание, может быть, есть, но когда вы начинаете серьезно подходить к вопросу, то есть, хорошо, давай пропишем план, посмотрим, что нужно сделать, вы понимаете, что, опять в это входить не хочу. Почему вы не хотите? Ну, потому что надо как-то двигаться, активничать, что-то делать не хотите. Может быть, потому что элементарно лето, вот, и откладываете. Откладываете.
Да, вам хочется сейчас праздника, вот четверка опять выпала, да, здесь четверка мечей, здесь четверка жезлов. Хочу веселья, радости, хочу Марью Ивановну, хочу отдыха, ничего не хочу другого, да, не хочу двигаться. Ну, то есть, почему закрыты двери? Ну, можно здесь сразу сказать, просто потому что вы не хотите. Угу. Впереди вас это все ожидает, это никуда не уходит, вы поэтому и говорите себе, я восстановлюсь, вот, отдохну, а позже пойду и позже буду выбирать, позже буду решать. Ну, то есть просто откладывайте. Вот такой здесь ответ. На сегодня все, да, на этом наш расклад завершен. Всем приятного понедельника. Я уже запуталась во всех этих днях недели. Вот. Благодарю вас за ваши лайки, за ваши комментарии, за ваше взаимодействие со мной. Прощаюсь до следующего расклада. Всем пока-пока.